Всем привет, с вами портал prodot.ru, и мы продолжаем серию наших интервью, посвященных International. И сейчас я побеседую с капитаном команды Natus Windsor, Климентом Пупеем Ивановым. Привет. Здрасте. Для начала поговорим немного о тебе. Вот ты родом из Эстонии, расскажи, как тебе живется в этой стране? Ну, нормально, очень хорошая страна, мне нравится. А ты не думал ли перебраться жить в Киев? Нет. Вот хватает ли тебе денег от Доты на жизнь в Эстонии с их уровнем цен? Да, хватает вообще. А вообще, вот расскажи, на что ты потратил призовые от первого интернешнала? Я купил квартиру и купил пару там шмоток и 7-струнную гитару, там для гитары еще преамплифайер, ну и все вроде. А вот, кстати, про гитару. Ты говорил, что играешь на гитаре. Ты учился этому в музыкальной школе или самоучка? Самоучка, потому что я как бы был в музыкальной школе, я там саксофон учил, там где-то 10 лет. Ну, гитару там не было возможности играть, так что я сам играл. Ты продолжаешь сейчас играть на ней? Да, гитаре, да. А вот помогли ли тебе как-то вот игра на гитаре там лучше играть в доту там пальцами там? Я думаю, что я первый начинал как бы играть игры, и тогда начинал только гитару играть. Так что я думаю, что игры помогли мне играть гитару. А вот по поводу твоей прически, вот раньше у тебя была длинная прическа, а вот почему ты решил на короткую сменить? Надо было изменить, и мне уже задолбало жарко, как бы очень с ними. Вот, какое твое отношение к такому стереотипу, что эстонцы это самый медлительный народ? Ну, у всех есть какой-то стереотип, но у эстонцев их мало. Просто можно сказать, что они медленные. И, ну, как бы больше нет ничего рассказывать от эстонцев. А вот расскажи, как так вышло, что ты единственный, по сути, проигрок из Эстонии, и почему вот больше нету других игроков на профессиональном уровне в доту из Эстонии? И как тебе вообще удалось пробиться на про-сцену? Ну, я очень, конечно, старался. Но в Эстонии не так много людей живет, чтобы с этим заниматься, как бы. И никто не думал, что заработать можно с этими e-спортсами, играми. Так что, ну, не знаю, повезло или, может быть, не повезло. Там была какая-то команда, играла Counter-Strike. Может быть, они как-то попробовали быть лучшей командой там в мире, не знаю, топ-5 или что-то такое, но им просто не хватило опыта. Хорошо, тогда поговорим вот уже непосредственно про International и про турниры. Вот в одно и то же время вы участвовали в двух таких онлайн-турнирах, это про Dota 2 Лига и Премьер-лига. Вот на Премьер-лиге вы остались непобежденными, а вот на Продоте вы даже не вышли, по-моему, в финальную стадию. Вот почему вы так отнеслись к этим двум турнирам, учитывая, что призовые были примерно одинаковые? Ну, не знаю, просто был какой-то хаос, может быть, и какие-то турниры там непонятно, админы рассказывают, когда нам играть или не играть, и мы не понимаем это, в итоге там кто-то получает техлуз, один раз мы получили, это не был как бы зависит от нас, мы стояли, ждали, а потом не сыграли, что-то такое, так что мы забили на эту турниру, потому что слишком много хаотика там в турнире сам как бы было. Вот по поводу диффенса, вы попали в сетку лузеров и проиграли Потенботом 2-0. Вот что пошло не так у вас? Ну, как бы мы не тренировались, скажу я, это первая вещь. И это уже много рассказывает, что если мы не тренируемся после вот StarLadder мы не играли, это значит, что мы не в форме. А потом ботом как бы они сильно придумали стратегии против нас, и они, ну, как бы даже сильно играли. Они неплохие, как бы, враги. Ну, и так что выиграли. А вот, кстати, вот по ботам, как ты считаешь, им удастся пробиться в топ, или их ждет участь таких команд, как АЛ или Dignitas? Ну, АЛ, как бы, они еще сильная команда, они никуда не пропали, просто они побольше команды просто вышло в топ уровне,
и им как бы сложно взять какой-то топ-5 место или топ-4, потому что все команды сейчас стараются перед International же. Они тоже хорошая команда, топ-16, как сказать. Они же на International едут. А как бы, ну, Dignitas, может быть, они уже пропали уже. Что там вопрос такой был? Ну, просто, да, им как бы возможно это делать. Но им надо попробовать еще 3 месяца или 6, потому что не просто так все случается. Хорошо, вот поговорим уже ближе к International. Расскажи про как проходят ваши тренировки. Вот я слышал, что вы собрались совсем недавно. Вот как считаешь, вам достаточно этого времени, чтобы подготовиться ко второму International? Думаю, не хватит, может быть, какую-то недельку еще побольше. Ну, 12, 13, да, где-то дней там сыграем. Да, ну, хватит как бы. Надо просто побыстрее думать, и не надо ссориться и после каких-то игр, где проигрываем, и надо подумать, как выиграть игры, где мы проигрываем или что такое. Как бы не надо стоять на месте, надо прогрессировать. А вообще, сколько вы уже дней на буткемпе? Где-то 5. Вот, в своем недавнем интервью одному из пользователей Na'Vi форума Хвост сказал, что расценивает подготовку вашей команды на International по 10-бальной шкале на 4. Вот повысился ли вот этот балл за эти короткие 5 дней? Он там как бы он был наверху на уровне за эти 5 дней. Как бы каждый день новый я оценку поставлю. И у него высокий был, тогда немного ниже, и опять так высоко идет. Так что у нас была какой-то минимальная проблемка там, не знаю, между 2-3 там дня. И теперь получше все станет, так что посмотрим после там, не знаю, 7. Про вашу стадию пика расскажи. Ты раньше в своем старом интервью говорил, что вот раньше вы пикали Artstyle, ты и Lost. Ну, вот обсуждали стадию пика в основном. Вот сейчас ты остался с Lost'ом, ты только с ним обсуждаешь эту стадию пика или вообще вот сам принимаешь решение? Почти сам принимаю решение, ну, как Lost помогает иногда. Вот, насколько мне известно, в групповой стадии на International будет 2 группы. Это так? Да. Вот с кем бы ты не хотел, с кем из команд ты бы не хотел попасться в одной группе? Разницы нету, там все команды очень сильные. И группа по-любому будет трудная. После группы никто не пропадает, все идут просто или loser bracket, winner bracket или loser bracket. И все как бы, ну, трудная будет группа по-любому. В своем интервью перед DreamHack'ом ты сказал, что в групповой стадии, по твоему мнению, все команды будут пытаться играть в фаст-пуш агрессивный. Вот изменилось ли твое мнение с тех пор? Когда я это сказал? В интервью перед DreamHack'ом. Что все команды попробуют сыграть в группе фаст-пуш? Да, в группе агрессивный фаст-пуш. Ну, говорю, ну так. Они как бы попробуют фаст-пуш сделать, потому что это не стратегия, чего ты хочешь использовать на семифинале или там, ну, вообще плей-оффе. А в группе ты можешь их просто использовать, все знают, что ты будешь пушить, ты просто можешь переиграть врагу и просто выиграть игру через пуш. А как бы стратегии сами, они не хотят использовать свои самые лучшие, ну, как бы козырные карты, так что используют пуш, потом используют страту. Я понял. А кого ты вообще считаешь из участвующих команд фаворитами турнира? International? Да. Ну, как бы я сказал недавно, там Тонгфу, Zenith и МТВ, плюс еще какие-то, я просто не помню. Видимо, все это меняется, через неделю все время все меняется, так что я уже думаю, что у ЛГД хорошие шансы. Я думаю, что Zenith немного меньше шансов. Я думаю, что может какая-то команда как Call даже на топ-3, ну, взять топ-3. И как бы это все меняется. Я реально не смогу сказать. Никто. А вот аутсайдеров ты можешь выделить? Кого? Плохих аутсайдеров. Аутсайдеров.
А, Даже не скажу. Не скажу. Хорошо, тогда поговорим о ваших пиках и тактиках. Вот начнем, опять же, с пика Мартына Старладдера. Как считаешь, на International такой герой, вот как Мордред, может быть в серьезных играх, или он не для таких? Может, конечно, может. А вот последнее время такой герой, как Ликантроп, все реже оказывается в банах после введения Нага Сирены. Как думаешь, вот Нага Сирена это достойный контрпик Ликантропу? Нага Сирен даже может быть и лучше, чем Ликантроп. И я еще не уверен, я как бы чувствую, что скоро будет такая дота, где не будут банить ничего, почти будут банить все эти саппортов, и у всей команды будет какой-то имбалансный герой, и через это попробуют как-то сыграть, так что посмотрим. А вот поговорим о таких героях, которые реже появляются в пиках. Вот еще совсем недавно инвокер был топ-1, грубо говоря, в пиках, а сейчас его и не банят, и не пикают. Вот в чем причина этого? Не скажу, что не пикать, не банят. Ну, реже стали. Может быть, скажем, на Старладдере, вот гранд-финалисты только что, почти, гранд-финалисты, играли Маус, вот и мы. Я просто не хотел инвокера брать, потому что у меня была своя идея. Даже Даррер не берут его так много, они используют мага на какие-то другие герои, на хардлейн соло или какой-то полукерри, лондруида или что такое, гондоры там всякие. И он не использует... 3 команды там было, кто не использует инвокера. М5 только с адмиром. И может быть в онлайне чувствуется такая тема, что инвокера не берут. Он все-таки еще первый пик. Второй, третий. Хорошо. А вот о таких героях, как Клокверк или Спектра, вот в первой доте они пикались очень часто, и во второй они ничуть не изменились, их там не фиксили, ничего. Вот почему их перестали пикать? Побольше героев в пуле. Вот всем, наверное, интересно, куда пропал вот твой Чен? Ты все реже стал играть на Чене. Тоже опять побольше героев стало, мне надо над другими героями играть. Немного поговорим о пиках и тактиках вот азиатской доты-сцены. Вот, я, например, не могу объяснить, почему азиаты, играя на таком герое, как Квапа, Акаша, собирают ей первыми айтемами БКБ или там дизолятор общий. Вот, ты можешь объяснить это? По ситуации, да, могу. Просто так не смогу. А вот в каких ситуациях лучше собрать вот эти айтемы? Дизолятор, если ты вообще мейн ДПС, и тебя никто не трогает. У врагов есть какие-то 4-5 героев, они все какие-то энчантресы, виномантеры, не знаю, найксы, у кого станов нет дизейблов, он может прыгать, упрыгать, сделать все, что хочет и бить. Если он мейн ДПС, может быть, тогда может дизолятор. Если БКБ, тогда видно, что у них 5 дизейблов, ты просто зайдешь, сделаешь, что хочешь, сделаешь там 3 скримов пейнов и ультимейт, и все тебе возможно делать. А без БКБ ты не сможешь это делать. Так что по ситуации могу сказать. Вот такой герой, как Dragon Knight, вот в азиатской доте он используется очень часто. Вот почему европейцы не играют через этого героя? Думаю, что азиаты просто этого героя очень много они пикали в доте 1. Что-то поменялось там в доте 2, и все эти дотеры, кто играет уже Доту 2 долго, европейцы, они очень долго уже играют Доту 2, сравниваясь с китайцами, кто играли Доту 1 после International очень долго, там где-то 6 месяцев. Они недавно где-то 3 или 4, 5, 6 месяцев назад стали играть, а мы уже год играем. Что-то изменилось, и нам не понравился ДК так много, как он в Доте 1, так что мы его не берем так часто. Берут там все какие-то команды, все команды берут, иногда, почти, 5%. А азиатов побольше, им он нравится побольше, потому что в Доте 1 он лучше. Вот за последние 1,5 месяца в Доту добавили довольно много героев. Вот кого бы ты мог выделить как самого полезного и самого бесполезного из добавленных? Какие были добавлены? Я скажу, Рубик это
полный как бы имбалансный герой такой, непонятный, что ему делать. Он все время может быть полезный. А бесполезного я как бы не знаю, я не помню последнего бесполезного героя, кого... Ну, может быть... Не, думали все, что Ланая будет как бы обычная Ланая, там ничего не будет делать, или Мартрет. Ну, Мартретка может быть самая как бы бесполезная из всех последних. Ну, Ланая вроде она сильная, очень сильная. Здесь она работает лучше, чем Доте 1. И Мартретка, ну, я его уже пикнул, так что не такая бесполезная. Кстати, о Рубике. Ты считаешь, что это правильное было решение Айсфрога и Valve добавить его на CM-мод? Ну, я думаю, что нет. Ну, вроде выглядит так, что он войдет даже в доту. Непосредственно о ваших тактиках. Я наблюдал очень интересную твою страту, когда глобальная там был Висп, Фурион, Сэнд Кинг с тревелами. То есть, грубо говоря, 4 героя перемещались по карте очень быстро. Но после этого я не наблюдал за вами таких стратегий. Она тебе просто не понравилась, или ты ее дорабатываешь для International? Дорабатываю, я думаю. Вот Сэнд Кинг, Висп и Фурион — это слишком много говно, кто могут куда-то прыгнуть, и если они прыгнут и они умрут там, тогда ты можешь как бы, ну, никуда, ну, больше ничего не сможешь делать. Ну, как бы есть какой-то имбаланс, там Висп и Сан Кинг как бы начинает делать эпицентр, и Висп прыгнет как Блинк Даггер куда-то внутри. Ну, какие-то имбалансы есть, конечно, и все надо как бы увидеть и использовать. Ну, на интернете мы увидим, сколько Виспа будет использовать. Вот, сейчас в Доте очень много таких тактик. Там глобальная, вот та же, которая у тебя была там в масс ульты. Вот, а какая тебе тактика вот больше всего нравится? Из каких? Ну, как бы. Ну, вообще из тех, которые ты видел в Доте, вот которые сам использовал. Ну, то есть, то есть нет таких вот, если бы была возможность вот играть только по этой тактике, вот ты бы играл только вот этой тактикой. Я помню, в Доте 1 у меня было очень много таких тактиков, чего я хочу как бы использовать в Доте 2. Ну, вообще-то мне нравились очень все время мне нравились какие-то пики от Ихомов в 2010 году. Они все время придумывали отличный пик. Почти все игры выигрывали, они почти все турниры выигрывали. Там взяли какие-то второе место, на ВТЦ им не пошло. Команда ДТС их выиграла в группе. И, ну не знаю, нету любимой тактики. Ну и в заключение несколько слов о вот нашем комьюнити. Ты посещаешь портал prodot.ru? Иногда, где-то, не знаю, когда было времена ДТС или что-то такое, когда я дружился с Дэнди, он стримил очень много, и я играл с ним, тогда, да, я про Доту только читал. Ну, на форуме это, что Дэнди играет, и я просто играл с ним и читал, что там они рассказывают, что мы делаем. Ну, как бы больше я там не читаю ничего. Вот кого ты считаешь более, так сказать, адекватными фанатами? Фанатами из СНГ или из Европы? Фанатами? Наши? Или мои? Не, я имею в виду по национальности европейцы или СНГшные. Ну, просто ходят слухи, что там русские, они анманерные, все там. Да мне вообще все равно. Как бы, будь то фанат e-спорта, мне уже как бы все равно ты хороший. Ну, для меня ты нормальный пацан. А вот вопрос такой, почему ты мало даешь интервью на русском языке и в основном только вот для Natus Vincere, для сайта Нави? Да неудобно. Я все время... Мне очень трудно разговаривать по-русски. А то есть тебе до сих пор, вот ты уже год, грубо говоря, в этом коллективе, и тебе до сих пор вот на английском удобнее разговаривать, чем на русском? Ну, у меня английский может быть и лучше, чем эстонский. Ну и вот напоследок, можешь что-нибудь пожелать всем своим фанатам и юзерам Продоты? Ну, вот, если Продота еще идет вперед, тогда тащите. И все фанаты Нави тащите тоже. И хочешь передать кому-нибудь приветы? Нет. Ну а спонсорам там? Спонсорам? Ой, у нас так много уже спонсоров, там, не знаю. SteelSeries, Alienware, Antec, Kingston,
Не вспомню это. Alienware это последний у нас спонсор, кто дал сейчас нам офигенные лаптопы. Мы с ними играем здесь, они подключены как бы в экран, конечно, или лаптопы, но они не работают для нас как обычные компьютеры, PC. Так что спасибо Alienware за лаптопы. Спасибо за интервью. С вами был Пупей. До новых встреч.